Herzlich willkommen, с вами Зели, и сегодня я хотела бы с вами поиграть в Sims 4. Но почему же Sims 4, хотя я давно хотела Sims 2 снять, и относительно недавно я все же начала его снимать, но ко мне пришла просто гениальнейшая мысль. Она связана как раз-таки с новым дополнением, которое недавно вышло в Sims 4. Это «Жизнь или смерть». Данный видеоролик будет связан конкретно с одним таким нововведением, это карта Таро. Будем совершать судьбу над нашей героиней, которую мы сегодня создадим. Будем выбирать, что ей делать, что не делать, благодаря раскладам Таро. Это колода карт Таро, состоящая из 78 карт. Будем применять все, и чтобы точно не ошибиться при раскладах, будем, значит, пользоваться точнее разными статьями. На самом деле я уже давно хотела что-то сделать с картами Таро, учитывая тот факт, что я совершенно в это не верю. Я скептически отношусь к гаданиям и к тому, что это как-то может действительно сбыться. То есть я не верю в то, что человек как бы живет по какой-то программе, если это можно так назвать, но при этом я могу верить в судьбу. Конечно, в какой-то степени эта судьба, скорее всего, связана с какими-то неожиданностями и очень даже приятными. Но больше я ничего не верю. Я думаю, что нужно дать какой-то словесный дисклеймер данному видеоролику. Я не пытаюсь как-то вообще в целом высмеять, наверное, карты Таро. Я не пытаюсь кого-то оскорбить, не пытаюсь оскорбить людей, которые занимаются этим. Если я скажу что-то, по вашему мнению, оскорбительное, да, даже если я как-то оскорбляю это дело, пожалуйста, переведите это в шутку, потому что я этим не занимаюсь, я в это не верю. Если какая-то шутка или какие-то слова из меня выскользнут, то я очень сильно за это извиняюсь. Вот, просто давайте примем тот факт, что данный видеоролик рассчитан на развлекательный контент. Просто будем предугадывать судьбу нашего персонажа. Что же, давайте приступим уже к нашей игре. Кира Таро. Так как у нас есть карта Таро, я предпочту выбрать жизненную цель по этим картам. Это все дело надо перемешать, но я очень плохо перемешиваю. Смотрите, вот так вот, вы не видите, да? Вот это вот достаем, переворачиваю. Это девятка. Ну, давайте еще что-то вытащим, переворачиваем. Двойка, девятка. Это солнце, кстати, неплохо. Я думаю, что, в принципе, нам этих карт хватит. Кстати, я сейчас смотрю, значит, в интернете, и тут есть характеристика личности по старшим арканам. Я так понимаю, что сама жизненная цель у нас будет охарактеризоваться только по солнцу, а все вот эти остальные, которые нам выпали, они могут у нас характеризоваться как просто характер, да. Сейчас посмотрим, что значит солнце. Смотрите, солнце — это очень яркая индивидуальность. Лидер, уверенный в себе, открытый, радостный, талантливый и просто счастливый человек. Такие люди обладают харизмой, которая притягивает людей как магнитом, и все хотят погреться в теплых лучах этого солнечного человека. Такой индивидуум любит внимание к своей персоне, признание, склонен ярко показывать себя, порой может даже чересчур выпячивать себя, считать себя центром вселенной. Я думаю, мы даже так поняли, что это за человек. Вот, может быть, мировая знаменитость. Давайте. Где-то здесь должен быть вот эгоцентричная, девятки, да, девятка и двойка. Давайте посмотрим, что они значат. На фоне данных выпавших карт мы будем дальше продолжать рассматривать какой-либо характер. Я воссоздала Кира Таролога. Она получилась у нас, конечно, не очень похожа на меня, но это, в принципе, и не копия. Что же она у нас вот такая вот вся черно-красная, с такими прекраснейшими, я не знаю, что тягами. Я надеюсь, кто-то еще помнит эту шутку. Да, я иногда ощущаю себя слишком старой. Другие наряды не меняла, в принципе, все быстренько так сделала. Значит, отправимся в тот самый новый городок, который был добавлен с новым дополнением. Ничего себе! Вот это у нас священная земля. Тут очень необычное на самом деле. Давайте посмотрим наш домик. Что у нас здесь вообще есть? У нас здесь есть гроб. Естественно. В каком нормальном доме у нас нету гроба? Опа-на! Положить в багаж. Карты Таро. Вот вытянем ежедневную карту. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Заступник. Сделать семейной реликвией. Давайте сделаем, почему бы и нет, карты Таро. Присвоить повышенную ценность. Конечно. Как бы очень красивая, кстати, на самом деле локация. Элис.
Безутешная мать. Ну-ка, приветствовать по-ковбойски. Опа-на. Сейчас мы погадаем ей за 30 миллионов. Я надеюсь, мы ее не сильно разочаровали. А там выпало какой-нибудь, я не знаю, повешенный тогда. О, мы можем здесь, кстати, плавать. Мне кажется, в таких местах утонуть можно. Вот, давайте спросим ее о горе. Ёлки-палки. Деймоса какого-то нужно найти. Так, ну это, конечно, очень интересно. Но давайте мы все же немножечко вернемся к нашей теме видеоролика. Погадаем нашей главной героине. Я думаю, что настало время все же устроиться на работу. Карты я уже перемешала. Поэтому давайте будем вытягивать. Давайте вот эту карту вытянем. Это у нас перевернутый туз пентаклей. Давайте мы сейчас ради интереса перевернем колоду, потому что у меня что-то все достаточно перевернутое. Итак, видите вы, опять что-то перевернутое. Перевернутая сила. Давайте еще какую-нибудь карту. И это у нас любовники. Перевернутый туз пентаклей – это отсутствие финансовой стабильности, неудачное начинание или безуспешные проекты, возможные профессии, финансовый консультант, бухгалтер, менеджер по продажам. Любовники – это выбор, отношения и партнерство, возможные профессии психолог или терапевт. И перевернутая сила – это потеря контроля или сдерживание, возможные профессии, консультант по конфликтам, работник в сфере здравоохранения. Увидела очень много на самом деле намеков на то, что мы должны связать свою жизнь с медицинской сферой. Здесь есть психолог, терапевт, работник в сфере здравоохранения. Перевернутый туз пентаклей – это отсутствие финансовой стабильности, что очень сильно напоминает профессию врача. Но это такая шутка была на самом деле. Мне кажется, это наоборот плакать надо. Это действительно, видимо, та профессия, которая должна быть у нее. Наша жизненная цель, конечно, очень разнится с тем, что мы врач. Что нам надо? Нам, кстати, нужно найти этого Деймиса, что ли. Духовный тупик, расклад Таро, погрязла в рутине. Но я не думаю, что это мне надо. Вот давайте спустимся в склеп. Впереди древние усыпальницы и хитроумные. Боже, у нас начали делать ремонт, это жесть. Почему так вовремя? Деймос, сын Элис, любитель мрака, гений. Миллиардер, плейбой, филантроп. Я в шоке. Он забыл, кем был когда-то, но все еще не может устоять перед детскими забавами. Дух Фредди обитает у детской площадки в центре Вранбургского вороньего гнезда. Где это находится? Кто-нибудь бы знал еще. Какая милая птичка. Вот она, воронье гнездо, кстати. Что же, мы приехали на кладбище. Ну, это не похоже на детскую площадку. Здесь есть какой-то у нас колодец. Давайте, не знаю что, загадать. Смелость встретиться с Эдит. Так вот она, Эдит. Что-то я не очень поняла. Так вот он у нас, Фредди. Я не могу. Это очень миленько. Элис, это моя мать, я помню ее как себя самого. То есть, признаться честно, не очень хорошо, но я помню твердо, она любила меня таким, какой я есть. Теперь нам нужно найти Энн, и она находится у нас на шепчущей лощине. Бар у нас называется «Последняя кружка». Ну, кстати, я сюда пришла не просто так. Нам нужно сходить в туалет и, конечно же, покушать. Потому что дома никто готовить не будет, конечно же. Нам это не надо. Она всегда была рядом, но теперь далеко. Она обрела покой вокруг поля. Вода, остров, надгробие Энн находится на островке, в водах реки, которые протекают по Вранбургской шепчущей лощине. Ага, где это искать? A few moments later. Может быть, здесь. Че, плыть придется? Ну, как-то зимой плыть. Энн посвятила жизнь обучению детей и стала для многих примером. Ей симпатизировали все. Мы сейчас умрем. Так, найти Эдит. Эдит я уже знаю где, ее искать нам не нужно. Сколько у нее там детей вообще у этой Элис? Надеюсь, что мы с ней поговорим нормально. Кира ежится от пронзительного вопля Эдит. Как видно, она не в настроении общаться, но опускать руки вовсе не обязательно, тем более, что на кону стоит метка Эдит и возможность получить от колодца желаний и сожалений больше, чем когда-либо. О, использовать интуицию. Ничего себе зло. Башня. Давайте мы вытянем карту. На основе этой карты уже загадаем желание. Вот. Вытягиваем. Здесь у нас перевернутая была верховная жрица. Это интуиция, внутреннее знание, желание связано с глубоким пониманием себя в своих истинных потребностях, саморазмышление, осознание скрытых желаний, может указывать на необходимость исследовать свои тайные мечты, стремления, касаться духовного роста или поиска знаний. Все, улучшение навыков. Желание исполнено. Бросив в колодец монетку, Кира действительно почувствовала себя талантливее. Если бы эта карта Таро бы мне не выпала, фиг бы исполнила свое желание. Кстати, точно, нам сказали подумать насчет высшего образования. И как вы думаете,
стоит ли попробовать или нет. Раз мы там врачи, может быть, что-то связанное с этим, отправим ее самостоятельно и будем гадать. На что мы будем гадать? Поступать ли на вышку или нет. Что же, я предлагаю сейчас вытаскивать нашу карту Таро из колоды и также проговаривать вопрос, который нас интересует. Первый вопрос — это стоит ли нам поступать на вышку и именно на врача. Вот эту карту я здесь уже вижу, у нас перевернутый, что это, король кубков. Выглядит он вот так вот. Давайте найдем на него ответ. Стоит рассмотреть свои мотивации и эмоциональную готовность к этой профессии, прежде чем принимать окончательное решение о поступлении в университет на данную профессию. Что это может значить? Скорее всего, нам нужно сейчас погадать конкретно не на обучение, а на работу. Стоит ли ей дальше повышаться в работе врача или нет? Сейчас мы это все узнаем. Давайте вот эту. И здесь у нас получается перевернутый всадник кубков. Давайте еще что-нибудь. И здесь у нас туз пентаклей. Здесь какая-то неразбериха, и нам рекомендуют проанализировать, действительно ли мы хотим продолжать дальше направляться в этом направлении. Гениально. Карьера врача — это наша карьера или нет? Давайте вот эту вытащу. И это у нас Верховная Жрица. Главный аркан, я думаю, он спокойно ответит на вопрос, да или нет. Я получила ответ, и Верховная Жрица скорее скажет да, нежели нет. Нам вот изначально карты говорили, что мы должны там на психолога, терапевта, там в медицинские сферы идти. Ну, конечно, мы должны остаться на врача, конечно. Следовательно, на основе всех наших размышлений мы пришли к выводу, что нам нужно все же идти на вышку. У нас здесь какая-то социальная дилемма. Кира не знает, что делать. В рабочей команде появился новый персонаж, и Кира хочет представиться, но боится, что из-за своей стеснительности произведет плохое впечатление. Приложить усилия или избежать ситуации. Ну, блин, мы там эгоцентричные, но при этом мы не ловки в общении. Ну, давайте попробуем. Кира хорошо помнит, как страшно выходить на работу, где никого не знаешь, но все равно преодолевает свою стеснительность и производит хорошее впечатление на коллегу. Начальству понравилась ее идея поддержать хорошее настроение на работе, что положительно отразится на ее результатах в отчете о продуктивности. Я же говорю, мы должны продолжать повышаться. Давайте подадим, значит, заявление на поступление в университет. Привет, с того света, мы не знакомы, это, наверное, прозвучит странно, но я хочу оставить тебе наследство. Что делать в такой ситуации? Что карты говорят нам на данную ситуацию? Вопрос такой, стоит ли, соглашаться на подозрительную авантюру? Двоечка, перевернутая пентаклей. Я погуглила. И нам сказали, нам не стоит вмешиваться в подозрительную авантюру. Нам звонит какая-то Валентина. Вы приглашены в романтический реалити-шоу под названием «7 свиданий». Ничего себе, гости шоу должны сходить на 7 идеальных свиданий подряд под прицелом скрытой камеры. Если вы сумеете идеально подать себя на своих 7 свиданиях, то получите приз. А интересно, какой приз? Самого лучшего кавалера или деньги? Не знаю, опять же, очень интересная авантюра. Вдали у нас вышла перевернутая луна. Перевернутая луна, что может обозначать? Можно вмешаться, но если у вас есть уверенность в своих выводах, и вы готовы действовать осторожно. Я думаю, что стоит попробовать. Так, замечательно, скрытые камеры уже установлены, искать их нет смысла, они крошечные. Вам никогда не хотелось бы поработать смертью? Нет. Так, сходить на свидание вслепую с Укапанипо Хекекия. Ну, конечно же, погадать на Таро. Опа-на, мы, кстати, на пути к славе. Мы уже должны через час быть на работе. Но мы ради такого возьмем даже оплачиваемый отпуск. Ой. Ну, бывает со всеми. Смотрите, какой-то Лейн Кофин. Давайте романтично представимся в таком виде. Можно мы не будем ходить на свидание? Мне не нравится. Я ради такого даже взяла оплачиваемый отпуск, чтобы в итоге все прошло не очень хорошо. Я думаю, что свидание это не наше. Кстати, смотрите, у нас у Слейна хорошая совместимость. Может ли это значить, что это наш человек? Но я думаю, вы понимаете, про что я говорю. Давайте погадаем, стоит ли нам с ним продолжать общение, как-то развивать, вот это все дела. Нам нужно посмотреть какие-нибудь раскладики. Первая карта указывает на мысли гадающего, его взгляд на отношения в паре. Давайте вытянем какую-нибудь карту.
Это у нас перевернутый туз пентаклей. Вторая карта говорит нам о мысли партнера и его взгляд на отношения. Давайте вытянем вот эту прям карту. Перевернутый всадник жезлов. Чувство гадающего к партнеру. Перевернутая двойка кубков. Что происходит в паре сейчас или в загаданный промежуток времени? Опять перевернутый любовник. Пятая карта — это чувство партнера к гадающему. Перевернутые мечи. Пятерка. Шестая карта. Каким партнер видит гадающего. И это у нас, кстати, всадник пентаклей. Даже не перевернутый. И последняя карта, седьмая. Каким гадающий видит партнера. Перевернутая опять умеренность. Перевернутый туз пентаклей, мысли гадающего. Это гадающий может испытывать недовольство или растерянность в вопросах стабильности и перспектив отношений. Ну, конечно, мы только познакомились как бы. Партнер, скорее всего, чувствует нерешительность или отсутствие энтузиазма в отношениях. Это может указывать на недостаток инициативы или на трудности в выражении своих желаний и потребностей. Гадающий может испытывать разочарование или недовольство в отношениях, возможно, чувствует отсутствие взаимопонимания или эмоциональной связи. В отношениях могут присутствовать проблемы с компромиссами и принятием решений. Это может указывать на конфликты или неразбериху, возможно, на уровне выбора между различными путями. Партнер может испытывать злость или обиду, вероятность чувства предательства или недопонимания. Существо конфликта может препятствовать здоровой эмоциональной связи. Партнер воспринимает гадающего как надежного, практичного и целеустремленного человека. Он видит в нем стабильность, но, возможно, и некоторую медлительность. Гадающий может видеть партнера как дисбалансированного или чрезмерно импульсивного. Это может указывать на недостаток гармонии и спокойствия в его подходе к отношениям. Мы вроде о нем даже ничего не знаем такого. Я так поняла, нам нельзя медлить. Ну, спасибо. Контент вышел огненным. Интересно, почему же? Ой. Извини, Дедушка Мороз, но не в этой части. Вранбургские слухи. Говорить про актеров. Поздравить с помолвкой. Он уже занят. Ну, карты не врали. Что же, я думаю, что нам на такой грустной и печальной ноте, к сожалению, нужно закончить. Но это, конечно же, не конец. Я думаю, что мы много чего еще не сделали. Мы не закончили выполнять те самые какие-то там с новым дополнением связанные квесты. Мы еще не поступили на высшее образование, не нашли свою любовь. Но мы много чего сегодня сделали. Мы сделали как раз-таки расклад на нашу жизненную цель, на наш характер, на нашу работу. Также сделали расклад на отношения. Но, к сожалению, надо было по раскладу понять, что в этих отношениях ничего хорошего не будет. Нужно было сразу отстать от него. Но я не знала. Видеоролик так или иначе получился интересным. По крайней мере, такого формата, прям такого, я ни у кого пока что не видела. Если я ошибаюсь, то очень сильно за это извиняюсь. Можете также подписаться на мой лайв-телеграм-канал, на котором в основном выходит практически каждый день какой-то контент, связанный с моей жизнью. Ну или просто подписаться на мой YouTube-канал, если вы просто хотите смотреть видеоролики с моим участием. Что же, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.